В 1943 году фермер в турецкой Каппадокии пробивал пол своего подвала, чтобы расширить кладовую. Вместо грунта под ударом кирки открылся тоннель. Он вел вниз, глубже, еще глубже. Под ногами крестьянина оказался город на 18 этажей под землей, способный укрыть 20 тысяч человек с вентиляционными шахтами, конюшнями, церквями и давильнями для винограда. Это был Деринкую, и он простоял там нетронутым несколько тысяч лет. В этом видео 5 городов, найденных случайно. Не в результате целенаправленных раскопок, не благодаря спутниковым снимкам или научным экспедициям. Их нашли рабочие, крестьяне, строители, дети. Каждая из этих находок переписала не отдельный факт из учебника. Она переписала целую эпоху. И если 5 таких городов уже лежат на поверхности нашего знания, возникает вопрос, который нельзя игнорировать. Сколько еще остается под ногами? Находка первая. Деринкую. Город под городом. Систематическое исследование Деринкую началось в 1963 году, когда турецкий департамент культуры получил первые официальные отчеты о масштабах подземного комплекса в провинции Невшехир. К тому моменту местные жители использовали верхние уровни как погреба уже несколько поколений. Просто не знали, насколько глубоко уходит структура. Для них это был просто удобный холод под домом. Никто не спускался достаточно далеко, чтобы понять, что холод этот хранит целый город. Глубина комплекса составляет около 60 метров, 18 задокументированных этажей. Площадь – порядка 4 квадратных километров в подземных коридорах и залах, по оценкам турецкого управления по туризму и культуре. Физические параметры не поддаются объяснению как убежище на случай набега. Вентиляционная система включает более 50 вертикальных шахт, уходящих к поверхности. Некоторые диаметром до 10 сантиметров, некоторые значительно шире. Это не случайные проруби в породе. Шахты расположены так, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха на всех уровнях одновременно, включая самые нижние. Ученые из университета Хаджитепе в Анкаре зафиксировали следы давилин, маслобоин, зернохранилищ и отдельных помещений для скота. То есть полный производственный цикл, необходимый для автономного существования сотен, а возможно и тысяч людей без выхода на поверхность. Каменные катящиеся двери весом от 200 до 500 килограммов каждая блокировали переходы между уровнями. Они могли открываться только изнутри. Снаружи их не сдвинуть. Это не временное укрытие. Это была постоянная инфраструктура жизни. Но вот деталь, которую легко упустить за масштабом общих цифр. На одном из нижних уровней исследователи обнаружили отдельное помещение с куполообразным потолком, интерпретированное как церковь или молельный зал, с апсидой и крестообразной планировкой. Рядом учебные комнаты, предположительно использовавшиеся для обучения детей. Это означает, что люди не просто прятались под землей, они организовывали там образование, отправляли религиозные обряды, воспитывали следующее поколение. Под Каппадокией существовало общество, а не лагерь беженцев. Туннели соединяют Деринкую с соседними подземными комплексами региона, в частности, с Каймаклы, расположенным примерно в 10 километрах. Общая протяженность этой подземной сети, по данным турецких геологических служб, до сих пор не установлена полностью. Официальная датировка остается дискуссионной. Хеттский период, фригийский, раннехристианский. Разные слои использования накладываются друг на друга, и отделить первоначальное строительство от более поздних расширений крайне сложно без прямых письменных источников. Радиоуглеродный анализ органических остатков дает разброс в несколько тысячелетий. Что именно было построено первым и кем, установить пока не удалось. Мы знаем, что город функционировал. Мы не знаем, кто его задумал в первоначальном масштабе и зачем потребовалось создавать подземную инфраструктуру такой сложности, а не просто рыть ямы для укрытия. Разница между ямой и городом – это разница в намерении. И намерение здесь явно было грандиозным. Подумай об этом фермере 1943 года.
Он пробивал пол в поисках 3 дополнительных квадратных метров хранилища. Под его домом стоял город, который помнил цивилизации, о которых он, возможно, никогда не слышал. Вся история его семьи, его деревни, его страны — это тонкий слой поверх чего-то несравнимо более древнего и сложного. Кто-то когда-то принял решение уйти вниз. Не на день и не на неделю, а навсегда, выстроив под землей все то, что обычно строят под открытым небом. Что именно происходило на поверхности, что сделало это решение разумным, мы не знаем. Именно так устроена Земля практически везде. Она молчит, пока кто-то случайно не ударит киркой не в том месте. Находка 2. Мохенджо-Даро. Метрополия, которую снес паровоз. В 1856 году британские инженеры прокладывали железнодорожную линию между Лахором и Карачи в колониальной Индии. Им нужен был балласт, щебень для насыпи. Местные рабочие указали на холм у реки Инд. Там хватало кирпича. Старого кирпича. Очень старого. Тысячи обожженных кирпичей стандартного размера были извлечены и уложены под шпалы железной дороги. И никто не остановился, чтобы задать очевидный вопрос. Откуда в безлюдной равнине столько идеально обожженного строительного материала одного размера? Только в 1921 году археолог Ракхалдас Бандипатхьяй, обследуя холм в поисках буддийских реликвий, понял, что именно разрушили строители. Под холмом Мохенджо-Даро лежал один из крупнейших городов бронзового века на планете. Население по разным оценкам от 40 до 80 тысяч человек. Возраст около 4500 лет. Часть его фундаментов уже лежала под железнодорожной насыпью. Когда раскопки развернулись в полную силу, сначала под руководством Джона Маршалла от археологической службы Индии, затем в 1950-е годы под руководством Мортимера Уиллера, выяснились детали, которые в учебниках истории не принято подчеркивать достаточно громко. Улицы города были проложены по сетке с севера на юг и с востока на запад, с главными магистралями шириной до 10 метров и переулками, рассчитанными на двустороннее движение повозок. Дома имели туалеты и ванные комнаты с системой канализационных каналов, проходящих под улицами. Закрытые кирпичные коллекторы с ревизионными колодцами для обслуживания. Городской водопровод охватывал, по оценкам исследователей, большинство домохозяйств, включая, судя по всему, и дома незнатных жителей, не только элиту. Рим освоит этот принцип спустя 3000 лет. Это была не деревня бронзового века. Это была метрополия с городским планированием. Отдельного внимания заслуживает так называемый «большой бассейн». Кирпичное водохранилище размером примерно 12 на 7 метров и глубиной около 2,4 метра, выявленное в цитадельной части города. Его стены и дно были обработаны специальным водонепроницаемым составом на основе битума. По периметру – галереи, лестницы, комнаты для переодевания, по интерпретации ряда исследователей. Джон Маршалл предположил ритуальное использование. Другие ученые настаивают на сугубо практической функции – резервуар для питьевой воды или система для промышленной обработки тканей, которая, судя по находкам красителей, была развитым ремеслом в Мохенджо-Даро. Консенсуса нет до сих пор. Сооружение стоит. Его назначения нет. Цивилизация долины Инда. Официальное название культуры, к которой принадлежал Мохенджо-Даро, до сих пор остается нерасшифрованной. Письменность, найденная на тысячах артефактов, печатях, табличках, керамике, включает около 400 отдельных знаков, но не поддается прочтению, несмотря на десятилетия работы лингвистов, в том числе с применением компьютерного анализа в 2000-х годах. Споры о природе самой письменности не утихают. Одни исследователи считают ее полноценной фонетической системой, другие — системой пиктографических символов без фонетической основы. Ни один ученый не может сказать нам, как звали людей, которые здесь жили, что они называли своим городом, каким богам молились и почему около 1900 года до нашей эры все это было оставлено. Мы можем измерить их канализационные трубы с точностью до сантиметра. Их слова по-прежнему закрыты. Находка 3. Акрутирий. Город, которого не было на картах.
На греческом острове Санторини в 1860-х годах рабочие добывали пуцалановый вулканический грунт для строительства Суэцкого канала. Материал был идеальным – легкий, пористый, схватывающийся под водой. Именно то, что требовалось для гидротехнических работ в Египте. В карьере начали попадаться стены, затем комнаты, затем фрески. Рабочие продолжали добычу, строительный проект не ждал. Первые находки были зафиксированы французским геологом Фердинаном Фуке, который успел зарисовать фрагменты росписей прежде, чем они были уничтожены или засыпаны обратно. Систематические раскопки начались только в 1967 году под руководством греческого археолога Спиридона Маринатоса, и то, что он обнаружил под многометровым слоем вулканического пепла, изменило понимание бронзового века в Эгейском регионе. Акротири – город, погребенный извержением вулкана Тира около 1627-1600 годов до нашей эры, по данным радиоуглеродного анализа, оказался сохраненным настолько полно, что его часто называют Помпеями Эгейского моря. Разница с Помпеями, впрочем, принципиальная. Помпеи старше нашей эры на 1,5 столетия, а Акротири старше Помпей на 1500 лет. Сохранность поразила исследователей не эстетически, а технически. Двухэтажные и трехэтажные здания с деревянными перекрытиями, законсервированными пеплом, сохранили не только свои контуры, но и внутреннюю планировку, с лестничными пролетами, оконными проемами, встроенными хранилищами. Керамические сосуды стояли на своих местах. Деревянная мебель истлела, но оставила точные отпечатки в застывшей пемзе. Так же, как в Помпеях, пепел сохранил силуэты тел. Фрески, корабельная процессия, рыбак, антилопы, боксирующие дети. По уровню технического исполнения и нарративной сложности стоят наравне с лучшими образцами минойского искусства скрита. Корабельная процессия в особенности. Это фриз длиной около 6 метров, изображающий морское путешествие между двумя городами с детализированными архитектурными панорамами, людьми на палубах, дельфинами в воде. Это не декорация, это документ. Все фрески сейчас находятся в Национальном археологическом музее Афин. Возраст живописи – около 3600 лет. Городская инфраструктура Акротири добавляет еще один слой к общей картине. Под улицами города проходила канализационная система с керамическими трубами, отдельные магистрали для ливневых вод и бытовых стоков по интерпретации исследователей из Афинского университета. Здания имели окна со ставнями, некоторые комнаты – встроенные каменные скамьи вдоль стен. Найденная керамика указывает на торговые связи с Критом, материковой Грецией и Египтом. Акротири не был изолированным поселением. Он был частью средиземноморской торговой сети бронзового века, портовым городом с развитой внутренней жизнью. Общая площадь раскопанной части составляет около 10 тысяч квадратных метров, но греческая служба охраны памятников культуры оценивает, что к настоящему моменту вскрыто не более трети реального периметра города. Остальное по-прежнему под землей. Что беспокоит исследователей в Акротири, это не то, что там есть, а то, чего там нет. Ни одного тела, ни ювелирных украшений, ни золота, ни бронзовых инструментов, которые было бы трудно унести. Исключение – один золотой ибекс-фигурин, найденный в 1999 году и ставший сенсацией именно потому, что он был единственным. Видимо, его просто забыли или не успели взять. Население, по всей видимости, организованно эвакуировалось до катастрофы, забрало ценности и ушло. Геологический анализ, проведенный командой Флойда Маккоя из Гавайского университета, показал, что перед главным извержением остров пережил серию предварительных сейсмических толчков за несколько недель или месяцев. Достаточно, чтобы понять, надо уходить. Это предполагает либо опыт чтения вулканических предвестников, либо организованное управление городом, способное координировать массовое перемещение тысяч людей без паники. Мы не знаем, куда они ушли. Мы не знаем, выжили ли. Город остался. Люди нет. Есть что-то тихое в этой детали.
они аккуратно убрали свое золото и ушли. Не в панике, с решением. Они оставили фрески на стенах, горшки на полках, зерно в амфорах. Все то, что нельзя унести или что казалось менее ценным, чем жизнь. За 3500 лет до нас кто-то здесь принял правильные решения в нужный момент. Что с ними стало потом, мы не знаем, но они ушли живыми. И город, который они покинули, пережил их память на 3000 летия. Как думаешь, если они успели эвакуироваться и унести ценности, куда они могли переселиться? Напиши в комментариях, это интереснее, чем кажется. Находка 4. Тимгат, Рим. В Сахаре. В 1765 году шотландский исследователь Джеймс Брюс пересекал Алжир в поисках истоков Нила, задача, которая занимала его куда больше, чем руины у дороги. Но руины оказались слишком очевидными, чтобы их игнорировать. Посреди предсахарского ландшафта, где не должно было быть ничего, кроме камней и пыли, стояли колонны. Правильные улицы, форум, арка Трояна высотой 12 метров, почти полностью сохранившаяся, с резным карнизом и посвятительной надписью, читаемой до сих пор. Брюс зарисовал увиденное и двинулся дальше. У него была другая экспедиция. Систематические раскопки начались только в 1880-х годах при французской администрации, когда военный инженер Роберт Бойес-Вилвальд получил задание обследовать территорию. Под слоем песка и почвы обнаружился один из самых полно сохранившихся римских городов в мире. Тимгат, официальное название, колония Марциана Траяна Тамугади, был основан императором Трояном в 100 году нашей эры как военная колония для ветеранов 3-го Августова легиона, прослуживших 25 лет на границах империи. Планировочное решение Тимгада само по себе является документом римской градостроительной мысли. Первоначальное ядро – идеальный квадрат 355 на 355 метров, расчерченный Декуманусом Иккардо, главными осями, делящими город на 4 сектора. Улицы пересекаются строго под прямым углом, с точностью, которую французские инженеры XIX века проверяли геодезическими инструментами и не нашли существенных отклонений. Форум, Капитолий, рынок, библиотека с полукруглой нишей для хранения свитков, театр на 3000 мест, 23 общественные бани. Не одна, не две, а 23. Все это задокументировано в материалах ЮНЕСКО, внесший Тимгат в список всемирного наследия в 1982 году. Библиотека особенно показательна. По меркам римской провинции иметь публичное книгохранилище в военном поселении на краю Сахары – это не роскошь, это политика. Рим строил не просто лагеря, он строил образ жизни. Именно этот образ жизни отпечатался в деталях, которые песок сохранил лучше любого архива. На каменных плитах форума следы от игровых досок, выцарапанных прямо в мостовой. Солдаты и горожане играли в стратегическую игру, известную как «12 линий», пока вокруг шла имперская жизнь. Надпись на одном из камней, обнаруженная французскими археологами в конце XIX века, гласит: «Охота, купание, игры, смех – вот истинная жизнь». Это граффити. Ему почти 2000 лет. Неизвестный житель Тимгада формулировал свое жизненное кредо примерно так же, как любой горожанин формулировал бы его сегодня. Расстояние в 20 веков внезапно перестает ощущаться как расстояние. Город процветал до 5-6 веков нашей эры. Население к тому времени давно вышло за пределы первоначального квадрата. Неплановая застройка разрослась в несколько раз, и реальная площадь позднего Тимгада была значительно больше военного ядра. Затем разрушение берберским племенем Хавара, запустение, песок. Не постепенное забвение, а именно обрыв. Город перестал существовать как населенный пункт, и в течение примерно 1000 лет его точное местоположение не было известно европейской науке. Целый римский город с библиотекой, театром и 23 банями буквально выпал из карты мира. На пике население Тимгада оценивается от 15 до 20 тысяч человек. Это не аванпост и не лагерь. Это был полноценный город,
который однажды просто перестал быть частью известного мира и оставался неизвестным дольше, чем существовал. Находка 5. Каталхююк. Первый город без улиц. В 1958 году британский археолог Джеймс Меллард пересекал центр Анатолийского плато в Турции и заметил два аномально ровных холма рядом с деревней Чумра, восточный и западный, разделенных пересохшим руслом реки. Такая форма рельефа, известная как тепе или хёюк, часто указывает на накопленные слои человеческого жилья. Поколение за поколением строило на руинах предыдущего, и земля постепенно поднималась правильным куполом. Меллард сделал заметку, вернулся через 3 года и начал копать. Раскопки 1961 года немедленно дали то, чего никто не ожидал. Один из самых древних крупных городских поселений в мире, датированный периодом от 7500 до 5700 года до нашей эры. Это не просто древность в абстрактном смысле. Это значит, что когда египтяне закладывали первые династии, Каталхёюк уже стоял 3000 лет. Около 8000 лет назад здесь жило от 5 до 8 тысяч человек одновременно. Это был не лагерь, это была городская структура. Каталхёюк перевернул несколько базовых предположений о том, как выглядел первый город. Здесь не было улиц. Совсем. Дома стояли вплотную друг к другу, образуя единый массив стен без промежутков, и люди передвигались по крышам. По сути, крыши и были улицами. В собственные жилища входили через отверстия в потолке по деревянным лестницам, которые при необходимости можно было убрать. Каждый дом был функционально автономен. Отдельный очаг, отдельные зернохранилища, отдельные рабочие зоны. Стены были покрыты живописью: быки, орлы, геометрические узоры, сцены охоты и, судя по следам многократного обновления штукатурки, перекрашивались регулярно, иногда десятки раз за существование одного дома. Масштабные раскопки, возобновленные в 1993 году под руководством британского археолога Иэна Ходдера при участии Стэнфордского университета и ряда турецких институтов, не выявили явной социальной иерархии в тонировке. Дома примерно одинаковы по размеру и оснащению. Нет дворцов, нет явного административного центра, нет зданий, которые по площади или конструкции выделялись бы как резиденции власти. Анализ костных останков, проведенный командой физических антропологов в рамках проекта Ходдера, добавил неожиданный штрих. Изотопный анализ зубной эмали показал, что значительная часть жителей Каталхююка не была рождена в самом поселении. Они пришли из других мест. Это был не изолированный родовой клан, а открытое сообщество, принимавшее людей извне. Рацион, по данным того же анализа, был на удивление однообразным. Злаки составляли основу питания большинства жителей вне зависимости от того, в каком доме они жили. Это либо свидетельство равного распределения ресурсов, либо отсутствие механизма, который позволял бы одним есть лучше других. Какая из двух интерпретаций верна, исследователи не пришли к согласию. Это ставит исследователей перед вопросом, не имеющим ответа до сих пор. Как работала организация города без иерархии и без улиц? 5-8 тысяч человек – это не маленькая группа, где все знают друг друга. Это социальная структура, требующая координации строительства, распределения ресурсов, разрешения конфликтов, принятия коллективных решений о том, куда расширяться и как. Следов принуждения, укреплений, оружия в захоронениях, травм от насилия в масштабах, характерных для военизированных обществ, археологи не обнаружили в количествах, которые указывали бы на систематическое господство одних над другими. Каталхиюк существовал почти 2000 лет. Это дольше, чем прожил Рим от основания до падения Западной империи. Что-то в этой организации работало, и работало устойчиво. Они жили над своими мертвыми. Буквально. Спали, готовили еду, разговаривали, стоя на костях родителей и бабушек, захороненных прямо под кроватными платформами. Изотопный анализ показал, что в одном доме нередко покоились останки людей, не связанных кровным родством. То
То есть семья в Каталхююке могла определяться не биологией, а совместным проживанием и совместным трудом. Мы не знаем, было ли это скорбью или честью, ритуалом или просто практикой, наследованной настолько давно, что никто уже не помнил ее начала. Но это означает нечто важное. Для них прошлое и настоящее занимали одно физическое пространство. Граница между живыми и мертвыми проходила не через кладбище за городом, а через пол их собственного дома. 8000 лет спустя мы раскапываем эти полы и пытаемся понять логику людей, для которых близость к умершим была не источником страха, а, по всей видимости, источником чего-то совершенно противоположного. Между Деринкую, Мохенджо-Даро, Акротири, Тингадом и Каталхююком нет прямой исторической связи. Разные эпохи, разные континенты, разные культуры. Но есть одна общая черта, которую трудно игнорировать. Каждый из них был найден не потому, что его искали, а потому что кто-то копал по другой причине – за кирпичом, под давильню, ради железнодорожного балласта. Это не случайность выборки, это характеристика нашего знания о прошлом. Мы знаем то, что случайно оказалось у поверхности. И каждый раз, когда случай открывает еще один город, выясняется, что масштаб человеческой деятельности в прошлом был больше, сложнее и разнообразнее, чем мы предполагали накануне. Прогресс принято изображать как прямую линию. От охотников-собирателей через деревни к городам, от примитивного к сложному. Но Каталхююк с его 8000 жителей 8000 лет назад и канализацией Мохенджо-Даро 3000-летней давности описывают другую геометрию. Скорее, серию волн, подъемов и исчезновений, сложных решений и утраченных знаний. Цивилизация долины Инда возникла, расцвела, исчезла. И мы до сих пор не можем прочитать ни одной ее строки. Это не деградация, это обрыв. И таких обрывов в человеческой истории, по всей видимости, было больше одного. Прямо сейчас, в эту минуту, в музее города Невшехир можно увидеть один из каменных катящихся дисков из Деринкую. Круглый, диаметром около 1,5 метров, сточенный там, где 1000 раз касался стены при закрытии. Кто-то проектировал этот механизм, кто-то тесал этот камень, кто-то задвигал его изнутри, когда снаружи происходило что-то, что заставляло целый город уйти под землю и закрыться. Диск стоит в витрине. Он никуда не делся. Он просто ждал, пока его найдут. Вот вопрос, который мне не дает покоя. Если 5 таких городов нашли случайно за последние 200 лет, что именно, по-твоему, лежит под городами, которые мы никогда не раскапывали? Напиши в комментариях и подпишись. Следующий выпуск будет о том, что находят под действующими столицами.